Привет, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим потрясающий торт «Изумрудный вечер». Он не из простых, не готовится за 15 минут. Это торт для настоящих ценителей оригинальной, многослойной, красивой выпечки. Для всех тех, кому надоела обыденность, простые бисквиты с кремом. Советую посмотреть это видео и обязательно приготовить. Вы не пожалеете, это уж точно. Он очень красивый, потрясающий в разрезе и очень вкусный. Готовим песочное тесто. В миску я просеяла сразу все количество муки, добавляю соль, перемешиваю, сюда же холодное масло и перетираю в крошку. В общем, все по классике, ничего сложного нет. Крошка должна быть более-менее однородной. Затем сюда я всыпаю сахар, разрыхлитель. Снова все перемешиваю. Добавляю желтки, я их заранее отделила от белков, и сметану, обычную магазинную. Замешиваю тесто сначала ложкой, а затем руками все собираю в один комок, недолго, достаточно, чтобы все ингредиенты объединились. Тесто получается мягкое, в общем, классическое песочное. Долго не вымешиваем, чтобы оно оставалось нежным. Стол припыляю мукой, формирую колбаску, которую делю на 6 частей, примерно на глаз. Каждую часть теста округляю, кладу под пищевую пленку и убираю в холодильник. Можно 3 части убрать просто в холодильник, а 3 части заморозить, поскольку мы их потом будем натирать на терке. И, конечно же, замороженное тесто тереть на терке гораздо удобнее. Теперь я буду заниматься яблочным слоем. Для этого я яблоки помыла, очистила от кожуры и нарезаю тоненькими дольками. На сковородку кладу сливочное масло, растапливаю, выкладываю сюда яблоки и тушу примерно 3-5 минут. Добавляю сахар. И зеленое желе, у меня киви. Все это растапливаю, довожу до растворения просто сахара и желе, и 1 минутка буквально, и снимаю с огня. Яблоки не должны быть сильно мягкими, поскольку все еще будет запекаться. А теперь я выкладываю в миску, и все это должно хорошо остыть. Далее буду готовить крем заварной. Смешиваю в кастрюле сахар, кукурузный крахмал, муку, щепотку соли. Добавляю сюда яйца. Перемешиваю до однородного состояния. И тонкой струйкой вливаю молоко. Все это перемешиваю, чтобы не было комочков. Ставлю на плиту и варю до загустения. Как только появились первые бульки, 1 минутка и снимаю с огня. Заварная основа у нас готова. Сюда я добавляю теперь ванильный сахар, все хорошо перемешиваю, накрываю пищевой пленкой обязательно в контакт, чтобы не было корки, и полностью остужаю. А пока буду заниматься другими приготовлениями. Готовлю белковый слой. В чашу миксера вливаю оставшиеся белки, добавляю щепотку соли, взбиваю до пены. Затем всыпаю сюда сахар, добавляю лимонный сок и буду взбивать до мягких пиков. Твердых не нужно добиваться пиков, поскольку безе в этом торте хрустеть не должно. Также нам понадобится маковая начинка, ее можно приготовить самим. Видео есть у меня на канале, я вам оставлю ссылочку. Сегодня же я купила готовую маковую начинку. И грецкие орехи, которые нужно порезать на довольно крупные кусочки. Все, теперь буду выпекать уже коржи. Беру 1 шарик теста, раскатываю на заранее приготовленном пергаменте. Он должен подходить по размерам той формы, в которой будете выпекать. И далее, чтобы было удобно, я уже переношу в форму и непосредственно по форме тесто распределяю. Оно пластичное, сделать это легко, потому что оно очень тонкое. Если раскатывать, оно просто будет рваться. Поэтому лучше распределять. Теперь я выкладываю сюда половину маковой начинки. И вот так вот промазываю весь корж. Начинки у меня 500 граммов. Далее половину белков я беру и тоже смазываю корж.
Выглядит, конечно, все очень, наверное, устрашающе, так много манипуляций, но поверьте, когда все это делаешь, то не так уж это и сложно. Посыпаю половиной орехов и беру другой шарик теста и затираю. Вот здесь у меня еще тесто мягкое, но, как видите, все равно натереть его на крупной терке довольно просто. А остальные два комочка я уже положила в морозилку, чтобы потом было делать это гораздо удобнее. Вилкой вот так вот распределяю, чтобы тестом покрылось все. И выпекаю в заранее разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут до легкого зарумянивания. Сразу же переношу на решетку, корж должен остыть. И выпекаю такой точно второй маковый. Опять же распределила комочек теста по форме, выкладываю оставшуюся половину маковой начинки, также оставшуюся половину белков, посыпаю орехами оставшимися и затираю тестом, которое у меня, кстати, уже, видите, побыло в морозилке, и оно уже гораздо легче натирается. И также выпекаю. Вот у меня получилось 2 маковых коржа, они у меня остывают на решетке. И теперь мне осталось испечь уже корж, который будет у меня с яблочным желе. К этому времени оно уже, видите, хорошо остыло, даже начало густеть. И я вот все желе с яблоками выкладываю на тесто, распределяю ровным слоем. Это у меня уже последний корж, и, соответственно, в морозилке остался у меня последний шарик теста. И вот ним я затираю сверху яблочное желе. И точно так же выпекаю примерно 25 минут. Хочу обратить ваше внимание, что именно этот корж будет очень мягкий. Вот видите, он прямо, можно сказать, выползает из формы. Обязательно все коржи должны остыть, просто вот быть холодными, иначе торт собрать будет невозможно. Песочное тесто очень мягкое, и просто коржи поломаются. Заварная основа у меня остыла. Я заранее взбила мягкое сливочное масло, которое заранее нужно достать из холодильника. Оно должно быть мягким. И добавляю по столовой ложке основу заварную, и получается классический вкусный масляно-заварной крем. И далее собираю торт. Для того, чтобы его легче было собрать, вот так вот доской я накрываю корж, снимаю пергамент, а затем уже переворачиваю на тот поднос, на котором буду собирать. Первый корж у меня маковый, на него я выкладываю половину крема и распределяю. Крем, кстати, когда постоит в холодильнике, конечно, он станет еще более стабильным. Смазываю первый корж. Далее, видите, я уже переношу на доску корж, который у меня с яблочным желе. Он очень стабилизировался, он остыл, стал полностью холодный, и поэтому уже такой сложности нету. Ну, вот так аккуратно с доски я его перекладываю на маковый корж. Выкладываю оставшуюся половину крема и снова промазываю. Коржи, конечно, пропитывать ничем не нужно, потому что это песочное тесто, и делать тут это ни к чему. Все, и остался у меня еще маковый корж, тоже я его вот так переворачиваю на доску, снимаю пергамент и аккуратненько выкладываю на корж-желе. Поправляю, чтобы все было ровненько, промазываю бока, и декорировать торт можно на свое усмотрение. Например, просто растопить шоколадку, сварить глазурь, или, как сегодня в моем случае, я покрываю просто шоколадной пастой. Наверное, уже многие поняли, что это не просто торт, это украинский закарпатский пляцок. Вот они такие многослойные, красивые, очень вкусные. Торт убираем в холодильник. Обязательно он должен там постоять минимум 4-5 часов, но обычно я даже ставлю на ночь, и потом порционно разрезаем. Ну и посмотрите, как мне кажется, очень красиво торт выглядит в разрезе. Напишите, конечно, свое мнение по этому поводу. Ну а какой он вкусный, стоит испечь и попробовать. Потому что действительно, друзья, ну не побоюсь этого слова, это очень изысканная, шедевральная, непростая выпечка. Он очень вкусный, его нужно только пробовать, чтобы передать его вкус. Очень легко он нарезается порционно, выглядит презентабельно на любом столе, то есть на любой праздник его можно подать. Он пропитался, крема достаточно, очень интересный этот желейный слой. В общем-то, ну что сказать, торт очень вкусный, действительно, он не простой, но он стоит потраченных усилий. И поверьте, когда в процессе ты уже все это делаешь, то не так уж это и сложно, как возможно выглядит на видео. Жду ваших отзывов, всех благодарю за лайки, просмотры, подписку. Всем мира и добра, пока!